Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня я хочу показать вам свою сборку электровелосипеда с редукторным двигателем. Для этого проекта я использовал мотор фирмы MXUS на 500 Вт с планетарным редуктором. Этой мощности достаточно для городской езды, бездорожья и подъема в гору, что мы сегодня и проверим. Если вы планируете передвигаться по ровной местности, то можно выбрать мотор меньшей мощности, например, на 300 Вт. Я выбрал редукторный мотор, потому что он позволяет использовать велосипед в обычном режиме, педалируя. Планетарный редуктор позволяет мотор-колесу крутиться накатом. Если же использовать бесщеточный прямой привод, то мотор будет создавать сопротивление и работать как динамо. Когда дело дошло до выбора места установки мотора, переднее или заднее колесо, я остановился на переднем из-за простоты монтажа. Но всем рекомендую ставить мотор на заднее колесо, так как переднее колесо часто пробуксовывает на гравии или подъеме. После покупки мотора столкнулся с проблемой спицевания. Старый обод велосипеда не подходил по количеству отверстий к мотору, и мне пришлось купить новый обод и усиленные спицы. Мотор продается не заспицованный. Я искал сразу заспицованный мотор, но с такой мощностью этих моторов заспицованных почему-то не продавалось. Я думал, что будет все просто, поменяю спицы и заспицую, но оказалось, что количество дырок в ободе не соответствует количеству дырок на моторе. Поэтому и обод пришлось новый подбирать, и спицы. Но в этом есть тоже плюс, потому что спицы усиленные. Осталось только здесь прикрутить тормозной диск, и все, колесо встает на свое место. Чтобы избежать подобных проблем, рекомендую покупать уже заспицованное мотор-колесо. Все необходимые ссылки на комплектующие можно найти в описании к видео. При выборе контроллера я решил взять 1000-ваттный контроллер на 48 вольт для мотора мощностью 500 Вт. Лучше брать контроллер с запасом, чтобы он не перегревался и служил дольше. В комплекте с контроллером можно приобрести дисплей LCD3, который отображает всю необходимую информацию о пробеге и заряде батареи. Также необходимо дополнить сборку ручкой газа. Я выбрал курок, как на электросамокатах, но это дело вкуса. Осталось добавить батарею. Для моего проекта я собрал аккумулятор из ячеек 18650 на 48 вольт емкостью 7500 мАч. Этого хватает на 30 км пробега в смешанном цикле. Ток потребления мотора в пиках составляет 30-40 ампер, поэтому БМС платы хватит на 40 ампер. Лучше собирать батарею самостоятельно или покупать у местных продавцов, чтобы избежать долгой доставки из Китая. Также можно найти готовые комплекты с заспицованным колесом нужного диаметра по ссылкам в описании. Давайте теперь измерим максимальную скорость и протестируем подъем в гору. Так, друзья, ну что, сейчас замерим максимальную скорость вот на таком отрезочке. Сбрасываем. Сейчас успокоится маленько. Ну вот, все вроде. Откуда он берет эти значения? Так, еще раз сброс. И поехали. Так, 37. Сейчас другую сторону еще раз проверяем. Не, 37. Так вот, на счет 3 нажимаю полный газ. Раз, два. Вот, как-то так. Сейчас поедем на горку и посмотрим, как он забирается в гору. Так, друзья, сейчас вот мы поедем вот в эту горку. Она не совсем большая, ну, в Сочи так 50% где-то таких горочек. Совсем экстремальную я заеду чуть позже, но совсем экстремальную это надо только с помощью педалирования помогать. Поехали?
Сейчас специально даже газ, вот сейчас полный газ жму и поднимаемся. Мотор едет сам. — 15 км в час. Ну а с горочки уже повеселей. Ну что ж, сейчас мы попробуем заехать уже в экстремальную горку. Она с очень большим уклоном. Здесь уже тяжело. А в такую уже надо помогать, потому что, ну, можно сидя, в принципе, да, вот сидя. Так, друзья, сегодня у нас был обзор электровелосипеда самодельного. Для тех, кто хочет повторить данную сборку, все ссылочки будут в описании. Всем спасибо за внимание.